Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я купила самую дешевую мешковину, и я ее постирала, поэтому она так выглядит не очень. Она и так не очень, но тут совсем после стирки скукожилась. Я ее глажу, чтобы немножечко ее выровнять. А постирала я ее для того, чтобы она дала усадку, чтобы не было потом сюрпризов в изделии. Совсем реденькая она такая, нитки по краям высыпаются, особенно после стирки. Я отрезаю кусочек примерно сантиметров 20 по ширине и около 45 сантиметров по длине. И вот кладу белую ткань. Я буду белую ткань прикалывать к рогожке. Прикалывать буду со стороны белой ткани. Прикалываю булавочками. Вот видите, я прям вот по несколько раз вот булавочка, потому что настолько редкая, она там может оказаться, что не зацепила или зацепила, но так, что потянула потом нитку. Поэтому я вот так вот, как иголкой, скалываю. Вот, я буду вышивать вот такой вот лапкой для стежки. Ну, они разные бывают. Стоят в районе $1 на Алиэкспресс я покупала. Рублей за 75, но сейчас может быть дороже, не знаю, но не дороже $2 они стоят. И наматываю нитки вязальные. Многие спрашивают, как называется. Я сразу говорю, нитки называются коко. Это из мерсеризованного хлопка. И наматываю на шпульку. Просто как обычно мы нитки наматываем на машинке, также я вот шпульку просто снимать не стала. Намотала, обрезаю кончик и вставляю нитку в шпульный колпачок. Девочки, перед тем, как вставлять нитку, надо ослабить вот этот винтик, который регулирует натяжение нижней нити. Прям вот делаю его слабее. У меня уже он установлен, так что мне не надо крутить ничего. Но вы когда будете делать, делайте аккуратно. Он такой коротенький, чтобы он не выпал. И над чем-нибудь, над поверхностью, чтобы не потерять, если выпал. И назад можно было закрутить. Ну вот, вставляю я в шпульку, в шпульный колпачок и иду на машинку. Я буду вышивать вот этими нитками. Я вот показываю, да. Белые у меня чуть-чуть потоньше, а синие, голубые, они потолще. Не помню, как называются, но неважно. Это главное, что это вязальные нитки из мерсеризованного хлопка. У меня будет 2 цвета использоваться. Но сначала белый, так как я белую нитку намотала. Иду на машинку. Лапку я уже установила. Но поменять лапку я уж не буду показывать, как ее поменять. Это не трудно. Потом обычным способом, как всегда мы это делаем, вытаскиваем нижнюю нитку и будем вышивать. А прежде чем мы начнем шить, нам надо вот этот рычажок, который у нас убирает зубчики, нижний транспортер, подвинуть, чтобы зубчики убрались. Ну и все. После этого я просто все складываю, собираю, чтобы можно было шить. Вышивать я буду, ну, просто от балды. Ничего заранее не прорисовываю. Вот, ну, какой рисунок у вас получается, хорошо. Я буду цветочки делать. Я думаю, что если потренироваться кому-то перед вышивкой, просто порисовать такие цветочки, то точно так же можно будет потом это все сделать на ткани. Я выбрала нитку верхнюю, специально синюю, для того, чтобы вам было видно. Вообще-то даже лучше получается, когда белая, потому что снизу-то у нас белая, и не видно вот этих стежков, которые ее прихватывают. Но тут уж я выбрала синюю, потому что белая при съемке просто не будет видна. У меня было видео, где я вышивала ленточкой атласной таким же образом, но только я прямой строчкой вышивала. Но я хочу сказать, что, девочки, вот для таких случаев я имею запасной колпачок, этот шпульный колпачок, потому что я там уже ослабила винтик, и я его даже не трогаю. Когда мне нужно, я вот просто беру запасной колпачок. Хотя, когда у меня его не было запасного, просто попался, я купила, то я одним все делала, просто ослабляла или наоборот зажимала этот винтик. И я еще хотела сказать, у меня на предыдущей машинке педаль какая-то была вообще нечувствительная, то есть на нее как ни нажимаешь, она все равно стрекочет и с одной скоростью, и с очень быстро. А здесь как-то мне удобнее, потому что здесь у меня, я не знаю, это от машинки зависит или это от педали самой зависит, потому что педаль-то как бы можно новую купить. Но вот здесь у меня у педали регулируется скорость, и это гораздо удобнее, потому что можно как-то подумать,
и медленнее стегать. Ну вот получилось пока что неказисто и не очень заметно. Если бы, кстати, у меня были не синие, не голубые нитки вот верхние, а белые, то было бы более заметно белый цвет. А здесь он как бы немножечко сливается с фоном, с мешковиной. Но в любом случае немножечко видно. Вот я уже вышила 3 цветочка в центре покрупнее, по бокам чуть помельче. И теперь беру свои вот эти голубые нитки, которые потолще. Опять также наматываю на машинке, так же как обычные нитки, на шпульку. И вставляю также в шпульный колпачок. Я уж особо не буду останавливаться на этих моментах, потому что буду делать все то же самое, что делала с белыми нитками, но только я буду теперь вот голубыми обводить вокруг своих всех вот линий, которые у меня белые с той стороны. Единственный здесь важный момент, что вот когда я буду обводить вот так вот все, я постараюсь к центру поменьше приближаться. Чем меньше пересечений ниток в центре, тем лучше. Вот посмотрите, я вот на таком маленьком кусочке попробовала. Правда, я сначала синими вышивала, потом белыми. Но не важно. Тут, видите, в центре вот такое вот прямо уплотнение получается. И трудно иголка пробивает. И некрасиво. Поэтому не надо в центр лезть особо. Вот смотрите, я уже все сделала. Немножко увлеклась. Не только по краям обвела, но и внутри еще натворила. Вот здесь вот с левой стороны листочек кружочки делала, а с правой стороны я делала просто такими как чешуйками. Результат одинаковый получился. Смотрите, как будто буклированная ткань получилась. Очень интересный эффект. Мне очень нравится. Вообще выглядит как будто или фреска старинная, растрескавшаяся, или как кружево. Я не знаю, но мне очень нравится то, что получилось. Или на мозаику на какую-то похоже. Но какой-то эффект получился очень симпатичный. Я, кстати сказать, прежде чем вот на камеру все снимать, я еще сделала вот такой вот на джинсовой основе. Я вообще сначала хотела шить сумку джинсовую и делала на джинсовой основе. Но я теперь не буду джинсовую делать, потому что я придумала совсем по-другому. Но это будет в будущем видео. Вот, а сейчас, смотрите, просто вообще мне очень нравится. Классная получилась штука, очень симпатичная, необычная, самое главное. И делается очень быстро, девчонки, наверное, за пару часов это все сделала. И это я еще снимала, то так переставлю камеру, то так, и перерывы делала. А если вот это все вручную вышивать, это я не знаю, сколько времени надо потратить, это очень долго было. Если вам тоже нравится такая идея и этот результат, который получился, ставьте лайк, пишите комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.